Даже первого курса ребенок перестал болеть простудными заболеваниями. Такой клиники в мире нет. И такого насыщенного процедурами лечебного заведения, потому что это на самом деле лечебное заведение. Это поднимает настолько иммунитет человека и омолаживает организм. Необходимо хотя бы раз в год даже здоровому человеку приезжать и делать все процедуры, которые здесь рекомендуют. Потому что заряд, который ты здесь получаешь и очищаешься, он не может быть на 5-10 лет растянут. Он, безусловно, будет работать, но уже не в такой силе, потому что мы возвращаемся в тот темп, в ту жизнь, откуда мы приехали, и опять накапливаем ту химию, ту экологию, которая сейчас подвержена химии и все, что с этим связано. Меня зовут Пайзула, я из Дагестана, город Махачкала. У меня болезнь дисминовая миопатия. Болезнь неизлечима. Похудел на 20 килограмм в течение первого месяца. За 7 дней, за 7 курсов я мог встать на ноги. 15-16 день я сделал первые шаги. Это был очень хорошим результатом для меня. Сегодня 37-й день. Сегодня я могу и на костылях, и на коляске, я могу самостоятельно встать, ходить. Я думаю, что дальше с каждым днем улучшает. Александр Сон делает то, что в мире еще не лечится. Здесь люди с разных стран мира тоже довольны у всех улучшений. Здесь я поправился, начинается сейчас дальше улучшение. Показать, как я могу ходить. Мне нужно были 2 человека, чтобы передвигался. Сегодня нет. Все довольны, и я очень, что он дает людям вторую жизнь. Спасибо Александру, что у меня есть такая девочка. Я уже год, у меня хорошие результаты. Показать ему то, что еще лучше стало. То, что я могу бегать. Вот так вот. Мама берет на весь. Меня зовут Яланта Томчик. Мне 58 лет. Я приехала из Германии. В этом году у меня появились проблемы с придаточными пазухами носа. 2 месяца спустя мне поставили диагноз рака груди. Опухоль была величиной 2 сантиметра. После первой недели моего пребывания моя опухоль, которая была величиной с 2 сантиметра, уменьшилась наполовину. Я была очень счастлива. На последней неделе курса мы еще раз повторили УЗИ груди, результаты были удивительные. Опухоль уменьшилась до 3 мм. Ко всему прочему, результаты моих анализов крови, у меня печеночные пробы всегда были повышены в 3-4 раза по сравнению с нормой. Здесь повторные анализы, сделанные на последней неделе, показали, что печеночные пробы в норме впервые за последние 10 лет. Кроме того, мои придаточные пазухи носа очистили. Меня зовут Зиня, я приехала из Берлина. Примерно 3 недели назад я очень сильно заболела, у меня появились проблемы с корешками спинномозговых нервов, я не могла ни сидеть, ни лежать, ни спать. Приехав к Саше, я еле вышла из машины. После всех процедур я намного лучше себя чувствую. Ситуация, произошедшая в течение 2 последних дней. История пациентки,
которую я увидела после 2 дней процедур. У меня аж мурашки прошли по коже, когда я увидела, какие огромные результаты были достигнуты у этой пациентки, а нормальная медицина никогда не смогла бы этого сделать в течение 2 дней. Это такие моменты в жизни, когда человек говорит «Вау», то есть реально что-то происходит, мурашки идут по коже, а человек думает чудеса. Я Мамедов Васим, Бахрамоглу. Я из Грузии, с Гардабани. Вот, лет 17 болею. Мне диагноз гомеопатия. Мне 34 лет. На какой день пошел? Получается, где-то 21 день. Это ты сам еще встал? Ну да. А сколько дней как встаешь? Вот первый раз я попробовал. Это сейчас ты первый раз попробовал, да? Попробую, да, серьезно. До этого ты не вставал? Нет, серьезно, пробовал, первый раз. Я приехал из Монголии. 7 месяцев назад мне поставили диагноз БАС – боковой амиотрофический склероз. Мы узнали, что ни в одном месте на Земле не лечат эту болезнь. Я сразу же решил приехать в Польшу к Александру Горецкому на лечение. У доктора Горецкого очень особенный подход, методика лечения поразительная. Все, кто здесь находится на лечении, очень счастливы. Нужно приехать на 2-й курс лечения. И я верю, что после этого я избавлюсь от моей болезни. Здесь не дают никаких таблеток, никаких лекарств, что довольно удивительно. Я могу это сказать и за пациентов, и за членов семьи. Это очень традиционные и натуральные методы лечения, которые значительно могут помочь в лечении этих заболеваний и в том, чтобы стать полностью здоровым человеком. Сегодня Светлана у нас уже 30 дней. У меня спинальная амиотрофия верхнего Голфмана. Я приехала в эту клинику месяц назад, прошла интенсивный курс лечебной терапии и реабилитации. Сегодня мой последний день пребывания в академии, и я хочу немножко сказать о том, что у меня изменилось. Я считаю, что самое важное достижение здесь — это то, что у меня появились новые мышцы. Новые мышцы у меня есть в районе шеи, сзади, благодаря чему я теперь более уверенно держу голову. Раньше, если на коляске меня везли куда-то на возвышенность, или же поднимали и спускались с бордюра тротуара, то голова запрокидывалась назад. Сейчас этого нет. То есть на небольшую какую-то высоту или на уклон я держу голову самостоятельно. И когда поднимаюсь, и когда спускаюсь. Я считаю, что это благодаря тому, что именно появились на шее новые мышцы. Иначе это было бы просто невозможно. Новые мышцы у меня также появились в зоне ключиц и лопаток. Я немного прибавила в весе. Правая рука тоже, я считаю, достигла некоторых результатов, которых у меня не было уже более 5 лет. Я двигала руку раньше только вперед и назад, а сейчас я приподнимаю руку над поручнем коляски, как я это сделала только что. Сейчас она у меня поднимается на 1 сантиметр, но за время пребывания в академии этот рекорд был 3 сантиметра и удерживала руку в течение минуты самостоятельно на весу. Значит, 15 лет назад было то, что голова моя удерживалась более-менее самостоятельно, а потом стало хуже. А сейчас я ее держу все время сама. С рукой, вот с этой, более 5-6 лет уже у меня были проблемы, то есть я не могла ее оторвать от поручня коляски. Сейчас у меня получается. И вот эта вот проблема, что если я опускаю руку вниз, обратно мне уже не было ни сил, ни возможности ее поднимать. То есть я просила кого-то, чтобы эту руку вернули мне в обратное положение. Сейчас
делаю вот так. Я прилагаю небольшие усилия, правда, всем корпусом тела. И рука у меня возвращается на исходное А эта положение. функция сколько у тебя не было? Ну, лет 10, наверное, точно. То есть, если рука упала, то ее уже не поднимешь. Я ее никак не могу, я стараюсь, но не поднимаю сейчас. Я вот опять сама ее опускаю, прилагаю усилия и ложу вот так. То есть некоторые функции у тебя восстановились на 5, За на разные 10 периоды, и на на 5, 15, на 10, на 15, то есть какие-то движения, так я точно... которых не было такое длительное время. Да, их не было, и у меня не получалось, мне не хватало сил для этого, Ясно. чтобы сделать эти движения. Как ты внутреннее самочувствие оцениваешь? У меня не стало боли в сердце, у меня реже бывает тахикардия, аритмия. Пока что остались головные боли, но я думаю, что будем надеяться, со временем и это пройдет. Мышечных болей стало заметно меньше в теле. Раньше у меня болело постоянно все. Ну, насколько у тебя боли прошли, если так? Процентов на 80 однозначно. Ну, я здесь уже нахожусь почти уже 4 недели, 3,5. Приехал сюда, был очень слабый, во-первых, вообще сил не было, и все время мучили больно, то есть в нижней части живота. И как бы такое давление все время было в районе печени, у меня уже несколько лет такое. Я обращался вообще ко всем врачам, которым можно было в Германии, и после того, как я полгода, наверное, с этим уже отмучился и ходил ко всем, кому только мог, и в самых лучших клиниках, я приехал сюда, и, значит, результат такой, что после 2 недель ваших процедур, значит, я почувствовал себя, во-первых, намного лучше, у меня намного больше сил, и после 2 недель я наконец-то почувствовал облегчение с простатой. Я почувствовал как бы перелом, что боли, они начали на спад уходить после 2 недель. Еще, значит, после первой очистки печени, сразу вот это вот давление в районе печени, оно ушло. Это было очень такое заметное изменение моего состояния. Меня зовут Пшемыслав Тюпек. Я приехал из Великобритании. Я болею боковым амиотрофическим склерозом. Сейчас я практически не могу двигать руками, не могу ходить. Я болею этой болезнью около 3 лет. Покажи, как ты можешь двигать руками. После целой недели процедур я чувствую себя намного лучше. Я лучше разговариваю. Руки и ноги стали более подвижны. Я могу нормально садиться и лучше чувствую мышцы ног и рук. Мои плечи намного лучше двигаются. И ноги раньше не двигались, а сейчас вообще двигаешь. С субботы уже хожу, конечно, еще не очень хорошо, но потихоньку могу сам идти. Давно ты уже не можешь так ходить, около 5 месяцев. А как долго ты не мог стоять на ногах и ходить? Около полгода. Эту ногу могу высоко поднять, раньше не мог. Даже упражнения для живота могу делать. Раньше это было невозможно. Могу выпихнуться вверх. Спина очень хорошо работает. Меня зовут Мария Фурман. Я медсестра, я работаю в поликлинике, в скорой помощи. Я из города Свидник. Я приехала лечиться, потому что я была в отчаянии из-за жуткой боли ног. Все мне говорили, что это дегенеративное заболевание. В течение последних 2 лет стали трястись руки.
По поверхностным признакам мне поставили диагноз болезни Паркинсона. В течение первых 3 дней я заметила у себя очень большие результаты. Ноги перестали болеть, и я могла нормально ходить. Ревматологи утверждали, что болит и будет болеть, чтобы я подготовилась к еще большей боли. Неврологи сказали, что при Паркинсоне мне нужно принимать лекарства, потому что нет другого способа. При болезни Паркинсона начало фармакологического лечения приводит к постоянному принятию лекарств до конца жизни. Нельзя перестать принимать эти лекарства, так как последствия этого будут очень плохие. Ко всем прочему, у меня был диагностирован сахарный диабет, я не принимаю никаких, абсолютно никаких лекарств, даже тех лекарств, которые я принимала с 23 лет в связи с гипертонией. И я чувствую себя очень хорошо. Более года назад мне поставили диагноз рака поджелудочной железы. Были обнаружены метастазы в печень, а лимфатические узлы были увеличены. Распознание диагноза подтвердила компьютерная томография. Все утверждали, что такие изменения не оперируются. После 2-недельного курса мне сделали компьютерную томографию, которая показала, что мои опухолевые изменения уменьшились наполовину. Более того, одно опухолевое изменение полностью исчезло, а лимфатические узлы уменьшились наполовину. Врачи были удивлены. Моя болезнь довела меня до такого состояния, что меня нужно было вносить на 4-й этаж на стуле, так как в доме нет лифта. Вот в таком вот я был состоянии. Я был практически в состоянии комы. Постоянно спал и просыпался только из-за физиологических потребностей. Так прошло несколько месяцев. После 5 дней я чувствовал себя лучше и, к моему удивлению, на 6-й день я смог сам приехать сюда на машине. Эта медицина мне очень помогла. Прошло уже почти 2 года и, как вы видите, я на ногах, работаю и функционирую. Я приехала из Москвы. Мое заболевание очень серьезное, БАС. В течение 32 лет на ногах были незаживающие, почти раны. Руководитель клиники Александр помазал мазью, и произошло чудо. Состояние ног в течение последних 32 лет. Первый день процедур. Состояние ног после 3 дней процедур. Раньше подняться пешком по высокой лестнице было очень трудно. Сейчас я в течение дня поднимаюсь, опускаюсь много раз. Говорить я стала гораздо лучше. Об этом говорят все мои родные. Руки и ноги у меня окрепли. Меня зовут Светлана. Я приехала из Москвы. Я приехала с диагнозом заболевания крови, апластическая анемия с ПНГ. В принципе, медициной не лечится. Болела я давно, с 2005 года. Была на грани жизни и смерти. Это неизлечимо на уровне ДНК. И сейчас, на сегодняшний момент, я чувствую себя полноценно здоровым человеком. И еще один момент, есть побочное действие. Это омоложение. Действительно происходит чудо. После тромбоза глубокой вены у меня полностью восстановились вены. Варикоза никакого не осталось. В процессе пребывания здесь я видела девочку, которая болела красной волчанкой. Результат потрясающий. Видела маленьких детей, которые болеют ДЦП. Маленькую Дашу, которая приехала вообще никакая, не могла встать на ножки. И вдруг вчера я услышала, что она прошла сама с мамой за ручку 1,5 километра. Меня зовут Владимир, я из Украины, мне 23 года. У меня болезнь миопатия. Хожу я намного лучше, я раньше ходил как утка, так передвигался так, по бокам. Сейчас спина ровно, ноги лучше идут. В общем, ровно я хожу уже. Намного легче. И мы твою болезнь отбросили на 4 года. Где-то так, да. На 4 года, да? Да, где-то того. Это просто замечательно. Это вообще фантастика.
Даже за полгода вернули то, что было утрачено за 4 года. Меня зовут Эбби Кросби. Я из Соединенных Штатов Америки, штат Миссисипи. 15 лет назад у меня развилась фибромиалгия. Боль появилась в моих руках, затем по всей спине, и за 15 лет она просто распространилась по бедрам и ногам. Современная традиционная медицина предлагает только один выход – лечить симптомы болезни. Я должна была принимать обезболивающее, тиреоидные средства для лечения нарушения эндокринной системы, препараты гормонозаместительной терапии. К концу 12-13 года я принимала 5 лекарств и 20-25 добавок. Последние 3 года симптомы моей болезни стали проявляться сильнее. В мой первый день здесь я смогла отказаться от приема всех моих добавок, чтобы мой организм смог начать работать самостоятельно. На 5-й день после всех массажей и саун моя боль уменьшилась наполовину, поэтому я смогла уменьшить прием обезболивающих наполовину. На 6-й день мы делали очистку. 3 дня позже я перестала принимать все мои обезболивающие препараты. В конце месяца 75% симптомов моей болезни исчезли. Я избавилась от 95% главных симптомов моей болезни. Только около 5% болей в мышцах у меня осталось. Слабость в мышцах исчезла. Появились тонус и сила в мышцах. Я опять могу спать без использования добавок. Я могу делать упражнения, а раньше я не могла их делать. Я бегаю вверх-вниз по лестнице, жу на велосипеде по 10 минут каждый день. Несколько лет назад я почти полностью перестала водить машину из-за мышечных спазмов в нижней части спины и в ногах. После моего первого визита, когда я была дома, я начала водить машину, не чувствуя мышечных спазмов в моих ногах и бедрах. Это тоже улучшение. Даже моя кожа стала лучше. После моего первого визита я поехала на пляж. Моя кожа снова смогла загореть. Это не происходило уже много лет. Меня зовут Дамиан Андреас, я родом из Польши. 25 лет назад выехали мы на постоянное жительство во Франкфурт. У моей мамы мы заметили такой процесс старения, что она перестала вставать с кровати, и у нее повысилось давление, появились боли в голове. Вызвали мы скорую помощь, забрали ее в больницу, и там подтвердили, что ее почки на 75% мертвые. Кроме того, ей необходимо делать диализ, очищение крови. До начала лечения она принимала по 12 таблеток в день от давления и разных там болезней. Она прошла все процедуры. После 3 месяцев лечения организм начал работать сам, и она как бы омолодилась. У мамы были такие заболевания. Прежде всего у нее была операция на глаза. Она носила толстые стекла в очках. А в данный момент она вообще не носит очки. Просто здесь после всего лечения ее зрение восстановилось. И сейчас ей не нужны очки. Вторая болезнь, которая была у мамы, это опухоль в почке. Уже через 7 дней мы были на первом обследовании. Она уже уменьшилась с 14 до 7 сантиметров. Но по возвращению во Франкфурт было проведено последнее обследование, на котором подтвердили, что от болезни не осталось и следа. Оказалось, что почки у мамы полностью работают и полностью здоровы. Так ее давление выровнялось именно после такой 14-дневной терапии. И я видел это собственными глазами, как просто почки и весь целый организм начал выздоравливать, начал омоложаться. Моей маме 87 лет, все результаты исследований у нас есть на бумаге, подписанные врачами и в Польше, и в Германии, подтверждающие, что у нее нет ни одной болезни, что она полностью здорова, без каких-либо лекарств, без единой таблетки, улыбающаяся и здоровая. Она просто приехала сюда на коляске, уехала без коляски. У меня были очки +4 в одном глазу и +5 в другом. Кроме того, у меня еще был недостаток зрения с рождения, косоглазие. Зрение восстанавливается очень быстро. Я сейчас не ношу очков и без косоглазия. Я очень рад, доволен, мое здоровье также поправилось. Меня зовут Светлана, я приехала вместе со своей дочерью Дарьей. Приехали мы из города Минска. Диагноз очень серьезный, очень сложный. Нам поставлен синдром Ретта. Очень хороший стал сон, снизился аппетит, мы вообще не могли нормально двигаться.
падали назад. После первых 2 реабилитаций уже начинали ходить. Ходим, правда, еще за ручку, еще не сама, но это для нас большой результат. В целом очень довольна. Меня зовут Евгения, мы приехали из Беларуси, из Минска. Вот Саша, доченька. Мы приехали сюда первый раз, у нас стоит диагноз ДЦП, хронической статической формы 3-й степени тяжести. Кушать стали хорошо и стали живее. Мы стали везде лазить, везде все смотреть, везде нам все надо. Стали больше разговаривать, спим мы хорошо, улыбаться стали. Ребенок стал живым. Приехали из Калининграда второй раз на лечение. У Никиты диагноз детский церебральный паралич. Раньше Никита сидел только вот так, ножки у нас не разгибались. Сейчас он может сидеть вот так. Здесь были спазмы, нам их уже надрезали немножко здесь ножки, но надеемся, что в будущем не будем. Мы лечимся с самого детства, с 3 месяцев. Мы постоянно сидим на лекарствах, ездим по больницам. Постоянно лечимся у себя в Калининграде. Практически никаких улучшений у нас не было. В феврале-марте этого года мы попали на лечение сюда. Прогресс появился у нас небольшой. Никита стал более эмоциональным, появился больше объем движений. У Никиты перестали как спазмы быть в ножках, перестали быть запоры, что мы постоянно мучились с этим. У Никиты появилась больше силы в ножках. Раньше Никита постоянно, когда его ставили вот так, он приседал. Сейчас он стоит более уверенно на ножках. Начал плавать, шевелить руками и ногами, как настоящий пловец. В течение 6 месяцев я 6 раз был в госпиталях Дольнослинского воеводства. Я 2 раза был на грани смерти. Ноги опухшие, в животе скопилось около 10 литров жидкости. Я после операции на сердце, и у меня очень большое количество болезней. Например, легочная недостаточность и проблемы с верхними дыхательными путями. Привезли меня сюда на инвалидной коляске. Важно отметить, что моя печень была увеличена в 2 раза, и ее удалось уменьшить до нормальных размеров. У меня была язва, которую нужно было ликвидировать. Язва тоже исчезла непонятно как. Где-то после 5-го сеанса, может даже и раньше. Это была последняя моя надежда на спасение. Жаль, что я не приехал сюда раньше. И сегодня, как видите, я хожу сам и самостоятельно езжу на машине. У меня появился аппетит. Раньше полностью не было аппетита. Доктор меня совсем не узнал благодаря Александру. Меня зовут Петр. Я из Украины. Мне 33 года. Болею БАС 2 года. Тяжело ходить, тяжело поднимать руки, затруднения с речью. После применения процедур появилась сила в руках, могу поднимать нормально руки, увереннее хожу и имею звонкую речь. Состояние у меня стабилизировалось с положительными улучшениями. У меня пропала пластичность в ходьбе и пластичность в движении. Сейчас очень сильно возросла мышечная масса. Эта болезнь останавливается. Эта методика, она работает.
Меня зовут Кристина. О Европейской академии народной медицины я узнала из интернета. Причина моих поисков – это проблемы с подвижными головками бедренной кости с двух сторон и проблемы с поясницей. При рождении мои нижние конечности неправильно сформировались, и так я существовала всю свою жизнь. Каждый день мне становится все лучше. Все процедуры очень разные и их очень много. Но после их окончания эффекты великолепны. Улучшается кровоснабжение и работа всего организма, включая позвоночник. Исчезла хроническая усталость. Самое главное это то, что у меня одна нога была короче другой на 1 сантиметр, и все пытки, то есть растягивание, вытягивание и работа с позвоночником, а также биоэнерготерапия, принесли желаемый результат. Моя конечность вернулась в норму, то есть она уже не короче другой, то есть длина моих конечностей одинакова. Капли для глаз, подготовленные для применения в академии, вызвали боли левой стороны мозга в течение недели. Но после этого периода боль, как и беспокоящая меня мигрень, прекратилась и уже не вернулась. Поставленные неоднократно свечи для ушей помогли восстановить равновесие. Еще я хотела бы отметить, что ко всему прочему у меня были проблемы с коленными суставами. В этом вопросе тоже наблюдаются хорошие эффекты после использования ранее описанных процедур и электростимуляции. Коллекция болезней, накопленная за все 60 лет, очень большая. У меня были проблемы. Я просто родилась с проблемой срощенных ног. Ни один врач даже не думал о том, чтобы попытаться исправить, сделать что-либо с моим врожденным дефектом. Никто мне просто не помог в этом. А здесь я получила такую помощь, разные упражнения, различные процедуры, биоэнерготерапия, работа над позвоночником принесли большие эффекты. Теперь я могу расставить ноги. Раньше я могла только встать, расставить ноги на ширину около 20 сантиметров. А теперь после 10 дней процедур я могу расставить ноги намного больше. И это уже не причиняет мне такой боли, которую я испытывала раньше. Я бы хотела еще сказать, что все те планируемые для меня хирургические операции больше не потребуются, так как положение моих бедренных суставов вернулось в норму. Я уже не хромаю и хожу без поддержки, без костылей. Я благодарна Богу за то, что Он меня сюда привел. Приехала из Беларуси, из Минска. У меня было очень много проблем со щитовидкой, проблемы, гипотиреоз, давление постоянно было высокое, 160, 180, проблемы с суставами, сердечно-сосудистой системой тоже не в порядке была. Приехала я с внуком. У него тоже проблемы, стафилококковая инфекция, пятна у него были на коже, на лице. Вот, ребенок был неспокойный. И после 2-го курса лечения у ребенка, у него пропала стафилококковая инфекция. Ребенок себя чувствует хорошо, бодрый, здоровенький, жизнерадостный. У меня проблем со щитовидкой нет, давление нормализовалось. Было очень много проблем с суставами. После первой поездки я прекратила пить все таблетки. И сейчас у меня все нормализовалось. И давление, и с сердцем нет проблем, и суставы не беспокоят. Чувствую себя хорошо. Лечение мне очень понравилось. Меня зовут Эля. Я приехала из города Лёндегсдрой, а приехала я в академию с раком шейки матки. Организм был очень измучен. У меня все болело. Я не могла нормально функционировать. Большой неожиданностью для меня было то, что уже после нескольких дней я чувствовала себя лучше. Я перестала брать лекарства и болеутоляющие средства. После некоторого времени мы сделали повторный медицинский осмотр, который показал, что моя болезнь исчезла и нет никакого рака. Это очень удивительно и это большая радость для меня. Я очень рада и счастлива. Александр мне помог, и я думаю, что он спас мне жизнь. А жизнь – это самое дорогое, что у нас есть. Зовут меня Николай. Я приехал из Украины. Меня босс. Меня зовут Ольга, я жена
Николая у нас проблема болезнь БАС. Болеем уже почти 2 года, в январе будет 2 года. В последнее время начались большие ухудшения очень сильно. В речи большие, у нас бульбарная форма заболевания, и у нас самая большая проблема – это речь. Еще самостоятельно двигаемся, но уже, конечно, себя не обслуживаем. С речью у нас стали очень хорошие изменения, то есть речь стала более сильная, появилась сила в голосе. Стало меньше слюны, это очень хорошо, из-за этого у нас вообще-то в принципе и проблемы с глотанием. Эмоций стало меньше, у нас были беспричинный смех или беспричинные слезы. Координация, мне кажется, улучшилась координация. Болезнь затормозилась, это точно. Ухудшение нам за этот месяц не стало вообще никакого ухудшения ни в чем. А до того, как мы сюда приехали, у нас были очень резкое ухудшение. То есть у Николая очень хорошо себя сейчас чувствует, например, спина. Он может долго сидеть, у него мышцы спины начали, можно сказать, нарастать, по-другому я даже не могу сказать. То, что у него их не было, уже были впадины. Вообще он окреп, и он может встать, просто взять как за ручки и встать. Не так, как раньше, это нужно было раскачка на раз, два, три. Покажи. Встанешь? Вот. Мы довольны нашим лечением, очень довольны. Только здесь у нас есть надежда на жизнь. Меня зовут Янина Пачковска. Я приехала из Нидерландов. Моя дочь заболела системной красной волчанкой 2 года назад. Она очень долго лежала в больнице, принимала всевозможные лекарства, например, преднизон. Ей ставили разные капельницы, делали переливание крови, это все помогало на 2-3 месяца. А потом она опять начинала болеть. Мы пережили кошмарных 2 года. Перед приездом в Польшу врачи хотели начать лечение химиотерапией в течение последующих 2 лет. Дочка очень хорошо себя чувствует, не принимает никаких лекарств, чувствует себя хорошо. Она всем довольна. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Заболевание мое называется миопатия. Болен уже 15 лет. Так, давай идем вперед. Так, я стараюсь подстраховывать руку, чтобы ты... Бурочка. Да, только вниз, может туда лучше. Иди, не бойся. Иди. В жизни придется ходить и на горку, и с горки. И ты видишь, что ты идешь? Ну вот и все, иди. И вперед, пошел, ты идешь. Сюда идти? А что ты думаешь? Кривенько иди. Так, руку убрал. Убрал руку. Убрал, сам идешь. Сам. Снимай. Остановился. Повернулся. Сам повернулся. Повернулся. Повернулся пока не очень. Ну давай. Повернулся. Так. Все хорошо. Неровно. Хорошо. Еще один шаг ступил, чтобы выровняться. Дальше. Пускай руку. Пускай. Сам. Вот так. Можешь. Все. Я только подстраховываю. Можешь. Просто. Идешь. Так, остановился. Отдохни. Пошел. Пускай руку, я тебя подстраховываю. Пускай. Полностью пускай. Пускай, не бойся. Просто. Можешь. Сколько времени, как ты не ходил так? Самостоятельно? Без поддержки, без опоры уже лет, наверное, 6-7 точно. Болею 15 лет, а в таком состоянии уже около 7 лет.
не мог постоянно, я ищу точку опоры, постоянно. За что-то держался, не мог стоять вообще. Нет, ровно вот так вот. Что, стоишь? Встань. Стой. Стой. Стой, не опирайся, стой. Стою. Казимир Домбровский. Исполнилось мне сейчас 80 лет. В состоянии приехал я в тяжелом состоянии. Тяжело было мне и ходить, и спать тяжело было, все болело. А я уже болею больше 15 лет. И давление у меня, и сахарная болезнь. Но благодаря лечению прошел я 20 сеансов через день. Мне стало намного лучше. Моментально, но не моментально, исчезла грыжа. Вены исчезли, ноги стали меньше болеть. Я себя чувствую намного лучше. И могу уехать себе домой, до сына. Это еще вот сейчас сяду на машину, поеду 500 километров в хорошем состоянии. Меня зовут Мария Исаева, я из России, город Дмитров. 15 лет назад, после рождения ребенка, кормление прекратилось рано, но молоко так и шло. В связи с этим у меня произошла мастопатия. 15 лет я мучилась, со временем увеличивались шишки, иммунитет садился еще больше, болячки, они у меня ушли, иммунитет у меня восстановился, чувствую себя позитивно лучше. И самое интересное то, что ни одной шишки больше у меня нету. Даже грудь, я даже ощущать стала ее, не то, что это болячка какая-то, а я ее стала ощущать полноценной грудью, как у женщины. Мягкая, эластичная, без боли, сплю спокойно. И были даже выделения зеленые, которые мешали даже просто, я даже их чувствовала, потому что они прям выделялись иногда. Вот. И теперь их тоже нету. Ребенка я привозила на реабилитацию. После операции у него была заячья губа, и мы привозили его на реабилитацию, так как у него был очень низкий иммунитет, переболел очень страшной болезнью, которая называется опоясывающий герпес и неврит лицевой, перекосила половину лица. Это было год назад, но после этого ребенок начал болеть все чаще. Тоже мы его здесь реабилитировали. Я Пархоменко Надежда Евсеевна. Родилась в 1955 году, мне 56 лет. Живу я в городе Мозыре. Так, первый раз я заболела в 1975 году, после чего у меня начался ревматизм и пошли все заболевания порог сердца. Были проблемы, в основном была проблема с сердцем, у меня была сильная одышка. Я не могла ходить, отеки ног были. До этого я принимала очень много таблеток, часто очень вызывали скорую. До этого у меня не работала ни печень, ни желудок, часто очень отекали ноги. До этого еще у меня очень сильно болела голова, то есть повышалось давление. Было очень высокое давление, иногда резко падало давление. До этого у меня было 3 порока сердца. Артальный, митральный и аорта. Эти пороки все были 3-й, 4-й степени. Но при этих пороках я очень плохо себя чувствовала. Я не могла ходить, не могла подниматься на лестнице. Очень плохо спала. В общем, чувствовала себя очень плохо. В настоящее время, 1,5 года, я таблеток уже почти не принимаю. Лечение длилось у нас полгода. После полгода нашего лечения я сделала УЗИ сердца. Раньше у меня был 3-я и 4-я стадия моих пороков. Но после того, как я сделала УЗИ, мои пороки улучшились. Стала 1-я, 2-я степень. После полгода лечения я почувствовала себя хорошо. У меня
не начались, меньше стало одышек, можно сказать, совсем уже не стало одышек, не стали отекать ноги, улучшилось желудок, печень. Ну, то есть я почувствовала себя, можно сказать, как бы здоровый человек. Зовут меня Курилец Богдан Ярославович. Я болею болезнью Паркинсона уже 5 лет. Сейчас я нахожусь уже на 3-м курсе лечения. Результаты хорошие. Я стал двигаться совсем по-другому. То не мог нормально движение делать. 3-й тур лечения мне подарил Александр Горецкий. Потому что я живу в городе Донецке, Украина, где идет сейчас война, необъявленная война. Банки не работают, финансовая система рухнула, и я потерял свои сбережения. Поэтому благодаря его благородному, милосердному сердцу я имею возможность продолжить лечение. Большое спасибо за предоставленную возможность быть здоровым, иметь лечение и быть живым. Самое главное в болезни Паркинсона – это движение ног и рук. Руки, пожалуйста. 1, 2, 3, 4. 1. Повороты. Мало того, я был частично лысый. Волосы начали расти. И это вы можете тоже увидеть. Это признак регенерации организма. То есть методика работает конкретно. Работает и приносит людям радость, что они могут облегчить себе жизнь, облегчить свои страдания, получить большее время жизни, продлить свою жизнь. Причем не просто продлить свою жизнь, а комфортно ее продлить. Голова поворачивалась вместе с туловищем. Вот так. Теперь я голову могу поворачивать вот. 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 Голова двигается спокойно. То есть это вообще ты не мог делать? Нет, этих движений у меня не получалось делать. Моя фамилия Соловьева, я Тамара Яковлевна. Я приехала из Беларуси. В основном я страдала от того, что у меня было повышенное давление. Но вместе с тем меня беспокоили и такие вопросы, как то, что я ночью поднималась несколько раз. И еще одна у меня была причина. Я могла спать только на правой стороне. В результате у меня образовалась вот здесь такая сплошная как бы борозда морщин. У меня были большие морщинки, вот здесь их называют у нас в Беларуси гусиными лапками. После прохождения я заметила, что у меня расправились морщины, что у меня уменьшилась вот эта вот, так назовем ее, может быть, борозенка или как, в Польше это называется. И что я еще заметила, что я стала спать спокойно ночью и не подниматься. Если я уснула на спине, что со мной это не происходило уже давным-давно, я могла проснуться от того, что я сплю на спине. И я только к 6 утра могла подняться, извините меня, в туалет. Больше я не поднималась, и меня это не беспокоило. В результате я прекрасно сплю. Я поднимаюсь только в 7 утра и только тогда иду в туалетную комнату. Вот, кроме всего прочего, давление, хочу сказать, да, у меня стало меньше давления. Дома мне врачи внушали, наверное, обратную картину, что гипертония – это уже пожизненно, давление – это пожизненно, и без таблеток я не могу прожить ни одного дня. Это постепенно проходит. Даже то, что я уже могу спать на спине, то, что у меня расправились мои морщины, и я как бы помолодела, и то, что давление у меня становится ниже. Да, еще я значительно уменьшилась в весе. Если у меня вес был дома 83 килограмма, то здесь у меня 77 килограмм. Особых усилий я не проявляла. Но у меня стала меньше потребность в пище. Я Эдуард Пархоменко. Это мой сынок Вова Максименко. Вовке 23 марта исполнилось 6 годиков. Вот. Диагноз у нас год назад поставлен мукополисахаридоз 3-го типа, подтип А, то есть синдром Сан-Филиппа. Ребенок стал более-менее спать. У нас проблемы были со сном. С этим диагнозом с рождения практически ребенок спал 20 минут, 30 от силы. Стал различать, да,
Нет, раньше этого тоже не было. То есть у нас были проблемы с суставами ног, то есть контрактуры суставов, неустойчивость, постоянно подучесть. Это вот мы говорим, что за руку ребенка неправильно. Сейчас ребенок стал самостоятельно ходить. Аппетит хороший у ребенка стал. Стул нормализовался. У нас нормального стула не было. Или крайността, или крайността. Что касается движений по лестнице. Ежели мы прошлый раз мы практически его с 3-го этажа на 1-й носили, потому что ребенок не мог сообразить, куда ставить ногу. Лестницу он не чувствовал. То теперь вверх он идет сам, без помощи, абсолютно. Абсолютно поднимается сам по лестнице. Вниз за руку он думает, он становит ногу, начинает думать и практически тоже сам. Это величайшее достижение для детей, больных мукополисахаридозом. Вот. Что касается психики, ребенок еще стал более уравновешен. Он стал замечать картинку в телевизоре. То есть не просто там смотреть в никуда. Стал различать сюжеты. Также и слуховые команды стал выполнять. Если я говорю, Володька, иди сюда, он посмотрит. Иди сюда, сынок. Он начинает подходить. То есть становится полноценным членом общества. Ребенок стал физически более устойчив, держит осанку. Здесь мы не используем никаких препаратов. Абсолютно. Когда мы приехали домой осенью, после первого раза, у нас зима прошла практически без посещения поликлиники по простудным заболеваниям. Это тоже плюс. То есть организм борется сам. Включается иммунитет. Наш диагноз, который на сегодняшний день звучит как приговор, ведь болезнь неизлечима и смертельна. Вот наш Володя уже перешагнул тот смертельный рубеж, потому что все прогнозы диагностировали именно максимум 7 лет жизни нашему ребенку. Мой ребенок становится полноценным человеком, именно перешагнул вот этот рубеж, смертельный рубеж. Для нас это достижение. Меня зовут Изабеля Вельчинска. Я приехала из Кракова. Это моя дочь Роза. Розе сейчас 9 месяцев. И она больна ортогриппозом, то есть врожденным недоразвитием суставов и мышц. Роза с рождения не двигает руками. У нее контрактура всех суставов. У Розы был также гастрошизис. Первый день ее жизни начался с операции. Умственное развитие Розы правильное, но физическое развитие нарушено. Она сама не садится, не ползает, руками не двигает. Роза не сгибает рук в локтевом суставе. Когда мы были на 1-м курсе, Роза почти не двигала руками. Сейчас у нее очень много энергии. Большое желание играть руками. Часто берет игрушки в руки. И видно, что на руках растут мышцы. Дома у Розы было бессимптомное воспаление легких. То есть у нее не было температуры и кашля, которые характерны для воспаления. Визит к врачу показал, что у Розы двустороннее воспаление легких, и ей даже дали направление в больницу. Нам выписали антибиотики, которые мы принимали в течение недели. После этого оказалось, что у Розы появилась суперинфекция и улучшения нет. И тогда я позвонила сюда Александру, который сказал, что ребенка нужно искупать в холодной воде. К сожалению, я, как мать, не была в состоянии так поступить. И это сделал мой муж. Он 3 раза искупал ее в холодной воде. Улучшение было. Мы приехали сюда и 2 дня хватило, чтобы полностью вылечить Розу. Для меня это просто удивительно. Меня зовут Андрей, я из России. Диагноз, предположительно поставлен миопатия типа Нонека. Типа. Как такового окончательного диагноза прям не поставили. Мне 36 лет, где-то лет 15 назад началось. Слабость в ногах. Началось все снова, да. Перестал бегать, на
носочки вставать не могу. Да, ноги вот Очень худенькие, да? очень худенькие, да, мышц нет практически. Ну, руки тоже, вот, руки в последнее время. Где-то последние года 3-4 ослабли руки, спина, в принципе, нагибаться не могу. Мне надо за что-то держаться, чтобы нагнуться. Так, ну я здесь уже 30 дней. За это время у меня укрепились мышцы. В некоторых местах даже начали расти. Я стал лучше ходить, побыстрее ходить. Общее состояние укрепилось. Ну, думаю, что болезнь остановилась. Сколько ты у нас уже? 5 недель? 5 недель. 5 недель. За 5 недель что улучшилось? Ну, все улучшилось. По чуть-чуть, но все. Все. Весь организм, да? Да. Все органы улучшились, да? Самочувствие? Конечно, самочувствие, сил больше, двигаюсь лучше. Ну, вот последний раз мы снимали еще буквально там, сколько, 2 недели назад. Ты еще не мог поднять головы. Сейчас уже можешь поднимать или нет? Ну, рекорд. И еще. Ну, видишь, не мог. Буквально еще пару недель назад. Подари здоровье и молодость себе и своим близким. Единственный в мире центр регенерации организма с уникальными возможностями лечения хронических, неизлечимых и даже генетических заболеваний. Узнай больше на folkmedicine.eu.